А вы видели места в Америке, которые кишат призраками? От мрачных заброшенных больниц с потайными коридорами до кабинетов Белого дома. Я расскажу про самые опасные и жуткие места, в которых лучше не соваться даже днем. В конце вообще покажу отель, с которого Кубрик срисовывал свое сияние. Там настоящая жуть. Но начну с классики жутких мест Америки – бывшей больницы Уэйвери-Хиллз. Там вся ее история связана со смертями и призраками. В конце 19 века от туберкулеза люди умирали сотнями тысяч, ведь антибиотиков не было. Город Луисвилл, чье болотистое окружение создавало идеальные условия для распространения микробактерий, не стал исключением. В 1910 году там была построена небольшая деревянная больница для больных туберкулезом, которая тут же оказалась переполненной. Запах смерти царил даже на подъезде к городу, а эпидемия не стихала. Власти начали возводить каменные стены и расширять больницу, но ситуации это особо не меняло. Каждый день гибли люди, за стенами были слышны крики и боль. Представляете эту жуть? Кашель и мучения сотен людей. Врачи старались использовать все возможные способы для лечения, от прогулок до рекомендаций спать с открытыми окнами даже в морозы, полагая, что холод может уничтожить бактерии. С наиболее тяжелыми случаями применялись действительно экстремальные методы. Некоторым имплантировали воздушные шары в легкие, которые затем накачивали воздухом, чтобы облегчить дыхание. Были случаи, когда врачи прибегали к удалению ребер, чтобы уменьшить давление на воспаленные легкие. Самая мрачная часть больницы – туннели смерти. Этот 150-метровый туннель использовался для того, чтобы незаметно вывозить тела умерших, чтобы избежать паники и деморализации среди пациентов. По туннелю проезжала моторизированная тележка, которая увозила трупы. Спустя 50 лет, когда медицина ушла далеко вперед, тут открылся дом для престарелых. Но пожилые люди постоянно жаловались на странные сны, когда их везут в каком-то тоннеле, и странный кашель, который было слышно по ночам. Особенно зловещей репутацией пользуется палата номер 502, где две медсестры совершили самоубийство в разные годы, будто их к этому подвел голос в голове. Пугает? Но это было только начало. А что скажете про целые города-призраки? Сосновые степи Нью-Джерси когда-то были центром процветания в колониальный период. Здесь активно работали лесопилки и бумажные фабрики, вокруг которых возникли целые города. Но так продолжалось недолго. С открытием угольных месторождений в Пенсильвании многие жители переехали туда, и регион начал погибать, оставив после себя только пустынные города-призраки и множество таинственных историй о привидениях и смертях. Некоторые даже рассказывают о настоящих монстрах. Например, дьявол из Джерси. Кто это? Согласно легендам, этот монстр появился на свет в 1735 году и был 13-м ребенком Деборы Лидс. По некоторым версиям, его мать была ведьмой, а отец – сам дьявол, который питался младенцами. Рассказывают, что ребенок родился с реальными крыльями, головой козла и копытами, и сразу после рождения взмыл в небо через дымоход, одарив округу безумным рыком. С тех пор существо стало вызывать ужас среди местных жителей, нападая на скот и испуская страшные крики. К концу 1700-х годов дьявол из Джерси превратился в популярную городскую легенду. Джозеф Бонапарт, брат Наполеона Бонапарта и бывший король Испании, якобы видел это существо после того, как построил особняк в сосновых степях, куда переехал после изгнания в 1813 году. В 1840-х годах дьявол из Джерси обвинялся в многочисленных нападениях на домашний скот, и его присутствие оставалось чувствительной темой для жителей региона. Шутки шутками, но даже сейчас туристы иногда слышат зловещий смех в тишине. А помните, обещал рассказать про Белый дом?
Хоть его и принято считать одним из самых безопасных мест Америки из-за количества охраны и всевозможных систем наблюдения, но и тут есть свои мистические проблемы. С 1800 года, начиная со второго президента Джона Адамса, Белый дом славится присутствием различных паранормальных явлений. То вода сама по себе открывается, то блуждают духи бывших чиновников, которые тут были. Чаще всего говорят про Эбигейл Адамс, жену Джона Адамса, которую свидетели видели в восточной комнате. Женщина, будучи призраком, носилась с корзиной для белья сквозь стены. Или что скажете про призрак Томаса Джефферсона, третьего президента США, который видели играющим на скрипке в желтом овальном зале? Но больше всего историй и свидетельств связаны с призраком Авраама Линкольна, 16-го президента США. Многочисленные очевидцы, включая известных политических и общественных деятелей, утверждают, что видели его полупрозрачным, прогуливающимся по кабинетам. Даже британский премьер-министр Уинстон Черчилль столкнулся с призраком Линкольна во время пребывания в спальне президента. Причем Черчилль был весьма взволнован этой встречей. Он вызвал охрану в номер и потребовал организовать переезд в другую комнату. А королева Нидерландов Вильгельмина даже потеряла сознание и обмякла, увидев призрак Линкольна во время своего визита. Ее чудом удержали помощники. Жуть, правда? А что скажете про самый мрачный дом США? Резиденция Уэйли в Сан-Диего, по версии журнала Life Magazine, носит звание самого привиденческого дома в Америке. И тут я не удивлен, ведь постройка стоит на территории, где раньше вешали, и тут же хоронили людей. Например, казнь янки Джима Робинсона. Этот грабитель был повешен здесь в 1852 году. Согласно свидетельствам, его ноги долго скребли по деревянному фургону, пока он не начал медленно задыхаться, покачиваясь в воздухе. Именно эти страшные моменты предсмертной агонии, как полагают, оставили на этом месте отпечаток его души. Ведь скрежет по половицам – первое, на что начали жаловаться в семье Уэйли. Томас, ставший свидетелем этой казни, через несколько лет приобрел участок и построил на нем дом, несмотря на мрачное прошлое земли. Правда, странное решение. Семья Уэйли вскоре после переезда начала слышать звуки тяжелых шагов, словно по дому ходил крупный мужчина и шаркал ногами. Надо ли говорить, что все члены семьи в итоге погибли при странных обстоятельствах? Даже соседский ребенок умер, запутавшись в бельевых веревках. Безумие, да? Эти шумы не утихали на протяжении многих лет, и последняя из живших там дочерей Уэйли была уверена, что дом продолжает преследовать призрак янки Джима, который решил уничтожить ее семью. В 1960 году из дома даже сделали музей, ведь звуки слышал практически каждый входящий. Некоторые видели призраков самой семьи Уэйли, а другие – фантомную собаку, напоминающую фокстерьера, когда-то принадлежавшего семье. Таким образом, дом Уэйли остается одним из наиболее известных и загадочных мест с призраками в США, привлекая любителей паранормальных явлений и историй со всего мира. Я бы туда не сунулся за любые деньги. Кладбище Бачелорс Гроув, расположенное в уединенном лесном массиве на окраине Чикаго, прославилось как одно из самых густонаселенных привидениями мест в Соединенных Штатах. Свою репутацию оно заработало благодаря более чем 100 задокументированным случаям появления призраков, загадочных огней и других сверхъестественных явлений. Что там было? Например, целый призрачный фермерский дом посередине кладбища, который мерцал издали, но исчезал при появлении людей. Также там видели и самого фермера, который плугом вспахивал само кладбище. Постоянные встречи с призрачными машинами на дороге, которые будто застряли в 40-х годах, они просто проезжали сквозь свидетелей. Иногда посередине просто появляется женщина в белых одеждах, отчего люди даже влетали в деревья, пытаясь объехать ее.
И как такое потом объяснить страховой? И что вообще делать, если вы попали в ДТП в Америке? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на $21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вопросы. Ссылка в описании. Мосты Новой Англии издавна обросли таинственными легендами и рассказами о привидениях. Один из самых мрачных – это мост Эмили в городе Стоу, штат Вермонт. Согласно легенде, в середине 1800-х годов молодая женщина по имени Эмили совершила самоубийство на этом мосту, повесившись после того, как ее возлюбленный не пришел навстречу. Они должны были сбежать вместе из города, но тот предал ее. С тех пор призрак Эмили бродит по мосту, царапая автомобили и людей, которые пересекают мост. А потом попробуй объяснить жене, откуда эти царапины на спине. Шутка, конечно, но место действительно мрачное. Местные власти даже ограничили доступ к мосту в ночное время. Еще один пример паранормальной активности – мост Юнис Уильямс в Гринфилде, штат Массачусетс. Он был назван в честь Юнис Уильямс, которая была убита в 1704 году. Индейцы захватили девушку в плен вместе с другими жителями английского поселения Дирфилд. Она была убита ударом томагавка во время марша пленных, проходившего через Грин-Ривер. Девушке было трудно передвигаться из-за травм, и она просила о помощи, но от нее решили просто избавиться. По легенде, дух Юнис Уильямс часто видят у воды под мостом, который построен на месте ее смерти. Царапая других, она просто пытается ухватиться и попросить о помощи. Вот рассказываю вам, а у самого мурашки по коже. Одно из наиболее мрачных мест в Новом Орлеане – особняк Лалари, расположенный во французском квартале. Этот дом стал местом страшных событий в апреле 1834 года, когда после пожара были обнаружены сгоревшие рабы. Казалось бы, они тогда были при каждом доме, но эти были заперты в отдельной потайной комнате на чердаке, где над ними издевались долгое время, подвергая пыткам. Их тела были изуродованы не только огнем. Владелица дома, мадам Лалари, была вынуждена бежать из города после того, как эта история стала известна общественности. С тех пор говорят, что духи ее жертв бродят по особняку, и этот дом превратился в одно из самых знаменитых мест для любителей паранормальных явлений. Что там происходит? В стенах слышно страшное шуршание, какой-то скрежет под крышей, а иногда жуткие крики, которые звучат издалека. Ночевать там не решались даже самые смелые охотники за привидениями. И я их понимаю. Но иногда проклято не просто конкретное место, а целая земля. Что там такого должно было произойти? Геттисберг, штат Пенсильвания, вошел в историю как место крупнейшего и самого кровопролитного сражения гражданской войны в США, произошедшего в 1863 году. Посетители парка часто сообщают о призрачных звуках битвы, отголоски пушечных выстрелов и крики бойцов, которые проходят сквозь столетия. Особенно выделяется логово дьявола, скалистый выступ, где во время битвы развернулись самые ожесточенные бои за высоту. Говорят, что здесь можно услышать барабанную дробь и выстрелы, а иногда замечают призрака разговорчивого солдата, одетого в одежду из оленьей кожи. Во время съемок фильма 1993 года «Геттисберг» актеры даже встретились с человеком в потрепанной форме армии Союза, который дал им настоящие мушкетные патроны времен Гражданской войны, ошибочно принятые за реквизит. Мост Сакса, находящийся неподалеку, также привлекает внимание охотников за привидениями. Согласно легендам, 3 солдат конфедерации были здесь казнены, и многие свидетели утверждают, что слышали стрельбу и звуки скачущих лошадей, видели странные туманы и светящиеся огни. Некоторые даже говорят о запахе дыма, который витает в воздухе, напоминая о последних днях наступления армии генерала Ли после поражения в Геттисберге.
Ну и куда же без таинственных маяков? Это же классическое место для проживания полтергейстов. Маяк Святого Августина, расположенный на острове Анастасия во Флориде, является одним из самых знаменитых и мистических маяков Соединенных Штатов. Одна из самых трогательных и загадочных историй, связанных с этим местом, касается двух молодых девочек, которые погибли в результате несчастного случая во время строительства здания. Девочки играли возле тележки, используемой для транспортировки стройматериалов, когда она неожиданно сорвалась и скатилась с холма в воду, в результате чего дети утонули. С тех пор посетители и сотрудники маяка рассказывают о том, что иногда ночью слышат детский смех, а некоторые утверждают, что видели призрак одной из девочек в синем платье с синим бантом, который она носила в день своей смерти. Другой известный призрак – это строитель маяка, который бродит около башни. Но тут он не одинок. Призраки двух других бывших строителей маяка также являются частыми посетителями. Один из них, Жозеф Андреу, погиб в 1850-х годах, упав с башни. По словам очевидцев, он любил прогуливаться и курить в ночное время. Вот уж точно паранормальное местечко. Ну и, как обещал, отель «Стэнли», расположенный в Вест-Парке, Колорадо, который прославился благодаря фильму Стэнли Кубрика «Сияние» 1980 года и одноименному роману Стивена Кинга, вдохновленному его визитом в этот отель. Сотрудники отеля рассказывают о различных паранормальных явлениях. Призраки, которые распаковывают сумки гостей, включают и выключают свет, а в коридорах можно услышать призрачный детский смех. Все как в фильме. Печально известен номер 217, где произошел несчастный случай с горничной в 1911 году. Ее выбросило из окна в результате взрыва газа, но она выжила. Именно в этом номере остановились Стивен Кинг и его жена, что и вдохновило писателя на создание его знаменитого произведения. Помимо номера 217, в номере 428, как говорят, проживает призрак ковбоя, который иногда появляется у изножья кровати и пристально смотрит на лежащего человека. Добавьте сюда еще то, что под отелем есть и подземные тоннели, которые раньше использовались персоналом. Там тоже слышны крики и стоны. Местечко полностью соответствует фильму и книге. Это были самые мрачные и густонаселенные призраками места в Америке. В некоторых хотелось бы даже побывать лично. А на этом все. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал.